Привет! С вами снова канал Небеглый. И мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. Это очередной дайджест недели, которая прошла в нашей вынужденной эмиграции. Новостей, как всегда, было много. Но мы остановимся на тех из них, которые попали в фокус нашего внимания. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Рекомендуйте его своим друзьям и знакомым. Ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это поможет нам развиваться, потому что проект работает только лишь на энтузиазме нескольких человек, которым не безразлична судьба Беларуси. Страсти по Мельниковой по-прежнему не утихают. И это неудивительно, потому что история с Мельниковой стала одним из ярких маркеров того, как нынешние так называемые лидеры демсил относятся к борьбе за новую Беларусь. Тотальная безответственность, неспособность воспринимать критику и подавление любого инакомыслия. И чем же они тогда отличаются от режима Лукашенко? Только вывеской? Что ж, давайте пробежимся по основным инфоповодам прошедшей недели. И мы не будем ограничиваться одной только Мельниковой. Поехали. Пропавшая, теперь уже бывшая спикерка Координационного совета, продолжает быть основным поставщиком новостей. Пока что, конечно, неизвестно на 100%, что же конкретно произошло с ней. Но поведение близких родственников Мельниковой говорят скорее о том, что с ней все в порядке. По крайней мере, с точки зрения физической безопасности. Поэтому не исключаю, что в ближайшее время мы увидим что-то интересное от режимных пропагандонов. А пока что мы можем только наблюдать за реакцией наших так называемых лидеров и околодемократических структур. Высказался по поводу Мельниковой и господин Стрижак, глава фонда Байсол. Говорит, что, мол, Мельникова в свое время подкатывала с деньгами и в его фонд, но благодаря серьезным протоколам безопасности не смогла получить доступ к проекту и персональным данным в рамках фонда Байсол. Единственное, что настораживает, почему Андрей Стрижак высказался только сейчас, спустя 3 месяца после исчезновения Мельниковой. Но ответа на этот вопрос у меня пока что нет. В какой-то мере удивила организация Белпол и ее представитель Владимир Жигаль, который раскритиковал меры безопасности, принимаемые, а точнее не принимаемые при назначении людей на должности в Координационный совет. И хотя Жигаль напрямую не указал, кто ответственный за допуск агента в руководство Демсил, последующая реакция на его заявление расставила все точки над «и». Нау в лице господина Латышко моментально отреагировал на заявление Белпола, попытавшись снять с себя всю ответственность за Мельникову и переложив эту ответственность на польские спецслужбы. Но уже радует хотя бы тот факт, что Латушко де-факто признал, что критика со стороны Белпола была именно в его адрес. Как говорится, знает кошка, чье мясо съела. Глядишь, за признанием вины и ответственность наступит. Хотя, конечно, это маловероятно. И по-прежнему остается открытым вопрос о прохождении полиграфа всеми, кто причастен к руководству демократических институтов и околодемократических структур. А то получаются какие-то двойные стандарты. Карманные СМИ буквально пару месяцев назад со всех сторон чехвостили Ольгу Семашко за якобы работу на белорусские спецслужбы ее и ее мужа. В итоге, по информации от Альянса расследователей Беларуси, она прошла полиграф, по результатам которого ни одно из заявлений в отношении Семашко со стороны той же нашей Нивы не подтвердились. Так может, журналисты из нашей Нивы начнут задавать неудобные вопросы и нашим так называемым лидерам? Потому что таких вопросов накопилось очень много. И, например, поддержит информационно наше предложение о необходимости прохождения полиграфа всеми, кто работает в демократических структурах, чтобы проверить их на причастность к сотрудничеству с белорусскими спецслужбами. Или критиковать кормящую руку сложно и, может быть, больно. А пока происходит вся эта шумиха, появились новости об очередном сливе информации. Ну, или ладно, не любят в наших демсилах слово «слив», потому что оно подразумевает умышленное действие. Назовем это очередное халатное отношение к критической информации. На этот раз речь снова идет о проектах небезызвестного Павла Ливера. И снова речь идет о задержаниях людей внутри Беларуси. Судя по тому, как оправдывается Ливер, какой-то косяк имел место быть.
Но признавать факты и делать выводы — это, похоже, не про наши демсилы. Мы смогли в этом убедиться на прошедшей конференции, на которой наши лидеры рьяно защищали того же Матойка за преступную халатность при ведении проекта «Гаюн». И так они делают со всеми, кто вхож в их близкий круг. Как там говорят, рука руку моет. И вместо реальной работы что мы видим? Проект Конституции, на котором господин Лебедько паразитирует уже который год, мертворожденный проект «Паспорт Новой Беларуси», который господин Вечерко решил реанимировать в новом интервью «Зеркалу». Но получилось вообще неубедительно. И проект закона о люстрации в Новой Беларуси. Ау, господа, спуститесь с небес. Может, сначала проведем люстрацию в наших рядах? Потому что с такими подходами мы не вернемся в Беларусь. О какой иллюстрации или паспорте можно говорить, если, судя по их словам и действиям, у наших так называемых лидеров нет ни стратегии, ни тактики продолжения борьбы? Есть только огромное желание получить еще больше денег от доноров и облапошенных белорусов. Денег на видимость борьбы, а по факту на собственное благополучие. На фоне этого мы видим очередные улучшения, в кавычках, для простых белорусов. Появились первые кейсы, когда белорусам отказывают в убежище или защите. Причем раньше такие кейсы не вызывали вопросов у поляков. Об ухудшении ситуации говорят и инициативы, которые непосредственно занимаются помощью белорусам в получении международной защиты в ЕС. Так может, нужно заниматься решением этих конкретных проблем, а не витать в облаках с паспортом, который никто не признает, и законом о люстрации, который с таким подходом негде и некому будет применять. Потому что, судя по результатам президентских выборов в Польше, ситуация, скорее всего, ухудшится. Но тут белорусам нужно в первую очередь посмотреть на себя, потому что на волне 2020 года из страны выехала куча случайных людей, не имеющих отношения к протестам, а в дополнение к ним еще и много неслучайных, которые ехали с конкретными заданиями от режима. Та же история одного из лидеров БХД Дудкина или кейс Мельниковой о многом говорит. А на днях случилась еще одна неприятная история. В Варшаве задержали бывшего лидера посполитого рушения Андрея Буржинского. И задержали по серьезной статье за хранение наркотиков. Более того, во время задержания он находился под воздействием кокаина. Также упоминается, что в Беларуси Буржинский в свое время отсидел по печально известной статье 328. Что самое неприятное в этой истории, Андрея Буржинского связывают приятельские, а порой и дружеские отношения с далеко не самыми последними людьми в демократической тусовке. И это бросает тень на все движение. Хотя, глядя на происходящее, начинаешь понимать, что вопросы репутации наших так называемых лидеров беспокоят меньше всего. В этом информационном шуме для многих оказался незаметным очередной конфликт, произошедший в Координационном совете. Мы уже говорили о том, что Пал Палыч, дабы поиграть в демократию, допустил до должности второго вице-спикера молодежь, из числа членов Молодева наступ. Кроме того, из числа этой же фракции была назначена, или выбрана, глава комиссии по социальной политике. Казалось бы, ничего необычного. Назначили и назначили. Но не тут-то было. Должность Алана Гебремариам получила, а вот возможность участвовать в работе комиссии нет. Потому что члены этой самой комиссии категорически были не согласны с новым назначением и просто не дали ей доступ в рабочий чат. А вы говорите, нет демократии? Вот же она, в чистом виде. Глядя на происходящее, понимаешь, насколько символичным выглядит приглашение на конференцию «Новая Беларусь» от офиса Светланы Тихановской. Символизм заключается в том, что приглашение на будущую конференцию в своих соцсетях разместили, да только ссылка ведет на предыдущую конференцию. И получается, что нас с вами приглашают в прошлое. И горечь этого символизма в том, что все действия нынешних так называемых лидеров демсил как раз-таки и ведут нас в прошлое. Они используют методы работы из прошлого, они не ставят цели на будущее, и они плевать хотели на ожидания простых белорусов. Поэтому становится очевидным, белорусам нужны новые лидеры, новые герои, для которых построение новой Беларуси на месте старой, лукашенковской, это цель, к которой они готовы идти, без громких обещаний и высокопарных слов, даже если это будет долго и сложно. Именно поэтому я решил принять участие в круглом столе, который пройдет 21 июня в Варшаве.
Организован он будет простыми белорусами, которым не безразлична судьба страны, судьба белорусов. И говорить на нем будут о Беларуси, о проблемах белорусов в эмиграции, о политзаключенных, которые уже 5 лет находятся в плену. Говорить будем без шапкозакидательства, без иллюзий, без невыполнимых обещаний. О самом круглом столе будет объявлено чуть позже. Вот такие события произошли на минувшей неделе. Оценку им каждый вправе поставить сам. Поэтому делитесь своим мнением в комментариях. Делитесь нашим видео с друзьями и знакомыми. Не забывайте ставить лайки. Ваша поддержка очень важна для развития канала. Я уверен, что нас много, не безразличных белорусов. И только мы сами способны выйти из этого пике, в котором оказались после 2020 года. С вами был канал Не Бегай. Скоро увидимся.